Господа, как вы все знаете, у Тинькофф банка есть карта Драйв, которая предоставляет вам 10% кэшбэка на АЗС и 5% кэшбэка на прочие автотраты. Но сейчас Тинькофф банк проводит акцию «Лето», которая дает вам дополнительно 5% кэшбэка к еще 59 категориям. И в эти категории уже включена АЗС. Получается, что кэшбэк суммируется, и вы будете получать 15% скидки на все товары на АЗС. Причем в эти категории специально включено все то, что чаще всего люди используют в отпусках, то есть магазины обуви, одежды, дьюти-фри, рестораны и даже музеи. Причем скидка распространяется именно по категориям, а не по какому-то перечню магазинов, то есть 15% кэшбэка вы получаете на всех АЗС. Все, что требуется для того, чтобы получить этот прекрасный кэшбэк по прекрасным категориям, это просто пройти по ссылочкам в описании и оформить карту Тинькофф Драйв. Господа, добро пожаловать на очередную серию «Дела». У нас сегодня рядом с нами находится волшебный человек, который подтвердит сегодняшние мои слова. Я через видео в этом проекте говорил, что надо было брать Range Rover поддонора, 5-литровый компрессор. И сегодня уже и на моем опыте, я думаю, что Борис подтвердит это гораздо больше меня, что в этой серии точно лучше было брать BMW. Почему? Потому что нам пришла идея увеличения мощности. Нарисуем нам вилку. Если я хочу прыгнуть с мощности 500, ну, допустим, 50 стоковых лошадиных сил до 650-700 по цене Land Rover, BMW. Определенно, если говорить про E-серию, это будет дешевле в этом случае. Насколько дешевле? И насколько легче, что самое главное? Но в случае Зела это, как бы, в принципе, без разницы, ты можешь поставить это куда угодно, хоть там на лошадь сверху, мы это сам прошьем. Так. А по стоимости, ну, где-то там 2 раза дешевле точно. То есть здесь вот реально экономим бабки сейчас мы, да? Да. И главное, что это все проверенные пути, в отличие от Land Rover, где часто бывают не такие проверенные пути. Да, потому что это Land Rover, и все-таки BMW выпускается уже давно, этот мотор уже всем понятен, хотя есть и всякие киты типа Stage 3, Stage 4 и все прочее, но как бы здесь проверенный второй стейдж без всяких каких-либо проблем. То есть просто мы вот сегодня приехали, ты что-то прошил, проверил как смесь, там прокатились, сняли, грубо говоря, логи. И если все нормально, я просто уезжаю дальше. Абсолютно. Нам не нужно будет сейчас менять шкивы. Ну, даунпайпы здесь, конечно, уже, ну, машина подготовлена, с этим все в порядке. И в любом случае есть много различных вариантов решения, если проблемы какие-то вылезут, да? И если я сейчас захочу менять турбо, то там гибридные, все вот это также присутствует. Коллектора, гибридный турбо, все это есть, да. Не уверен, что, конечно, в этом случае это имеет большую значимость. значимость, да, но попробовать, возможно, стоит в будущем. То есть, господа, сенсация. Я официально говорю, что лучше бы было брать BMW. И мы сделали это в первой серии. Потрясающе. Хоть где-то и я угадал. Все, тогда давай зашиваться. В общем, господа, если кто не понял, полуось, ну по классике, благо ее не порвало, в этот раз она целая. И парни диагностировали как при чип-тюнинге можно диагностировать полуось. Это называется отношение к работе, да, Боря? Погоди, приезжает машина на чип, ты вообще все проверяешь, что ли? Да, сам залезаю под машину и трясу привода вот так вот. Короче, он мои привода шатал. По итогу выяснилось, что Боря нас, вероятно, сегодня спас от того, что мы встали бы на улице. Благодаря его вот, потому что докапывается, если честно, он до тачки. Все было нормально. Я встрял на новую полуось, но в итоге мы сегодня рискуем доехать до места. Смотрите, это передняя, левая, внутренняя граната. Естественно, по классике с BMW она отдельно не меняется. Это полуось Бори. Таким образом, мы их уже две поменяли с начала проекта. Это заднюю правую и переднюю левую. Ну и как по ней видно, она уже перебиралась. Видимо, что-то было не так. Оригинал 45 нашли чуть дешевле. Твои первые ощущения, когда на ней проехал, какие были? Честно говоря, это можно вложить 5 букв, начинающихся на П, заканчивающихся на А. Потому что, в принципе, как бы, я сказал, что ни одна машина за последнее время не дарила столько ощущений. Ну, то есть забавно, насколько, да, он же, грубо говоря, относительно не едет, это около 6
идти. Ну, по твоим меркам, да, ты каждый день можешь себе позволить ехать за 2+, да, до сотки. И, ну, все это знакомо тебе. Тебя этим ничем не удивишь. Ни выхлопом, ни ревом, ничего. Но ощущение вот этой хреновой горы железа, которая куда-то валит, условно как-то тобой контролируется и... Да. Когда ты понимаешь, что просто жизнь не только твоя на волоске, но и окружающих. Вот, ты вот здесь вообще все решаешься. Да. Что это за странная херня? Действительно. А что будет, когда его оборвет? Ну, потому что движение остановится. Как минимум. Вопрос где? Но по мотору он стал работать лучше, я тебе сразу могу сказать. Более адекватно на педаль. То есть я сейчас просто плавно нажимаю на газ, мы с тобой не валим, ничего не делаем, а он просто едет. Ну, вот, А раньше такого не было. Там была очень резкая педаль газа, да, мы исправили. Там Да. неадекватно. То есть вот прям так мягонько все. Нормально, гражданский автомобиль. Да, ну на повседневку. Да ёкарный бабай, что ж там так лязгает? Раньше было все время, что ты не получаешь того отклика от педали, которого ожидаешь. То есть ты нажал, а она или наоборот, ну как бы такое ощущение, что пробуксовки гидрик идет, или рванула, как бы тебя прям пнуло сильно, и это подбешивало. То есть ты, слушай, нам каждый раз, когда мы выезжаем из сервиса, значит, сейчас все развалится. Костян, это нереальная херня. Это все не будет жить. То есть ты подтверждаешь пока, да, гипотезу? Но у тебя она подтверждена фактическим, так сказать, аудиосопровождением. Да я на самом деле думаю, что если это поправить, это просто как бы какой-то небольшой косяк. Я думаю, дальше проживет нормально. При условии того, что как бы ты наваливал уже пролично, мы пару раз сделали. Как бы. Ну и по твоим оценкам положения полуосей, все вот это вот размер колеса и прочее, это, естественно, тоже все очень, очень неправильно, да? Ну да. Передок вроде держит, я посмотрел. Так, шибко от редуктора я бы не сказал, что прямо там люфт какой-то. Тоже дикий люфт у редуктора? Да. Именно какой? Право-лево ты имеешь, что по часовой, по вращению? 6. А вверх-вниз у раздатки попробуй, пошатай вот сейчас. Смотри, смотри. Опа. Подшипником хана. Да, о том и речь, это подшипники. Удивительно, что до сих пор масло не течет. Повезло. Короче, ты приговариваешь и редуктор, и раздачу, да? Все то, что вы говорили с первой серии, что все отлюбнет, все состоялось. Надо отдать должное количеству запаса прочности все-таки, учитывая, что мы берем старый автомобиль, ни раздатка, ни мост. Естественно, все это еще с того самого икса так и стоит. Это никто не делал, не разбирался в этом и не настраивал, не менял. То есть это все еще 2008 года. Под этими колесами ходит, умирает, но не умерло на ходу ни разу. То есть автомобиль при этом, если просто включать голову и слушать то, что он уже, пожалуйста, доезжает до сервиса, он доезжает. Опа, ну-ка. Что там? А я говорил. Да ладно. Чего? Редуктору? Переднему точно? Посмотри. Он прям прокручивает его, ну-ка. Подожди, вверх-вниз пошатай, когда. Да. Нет, вверх-вниз это раздача. Тихо. Ничего себе, у него срезало звездочки. Все, смотри, отдельно крутится. А полуоси при этом-то не крутится. Раздатка нормальная. Раздатка нормально. Срезала главную пару в переднем редукторе, короче. Или сателлиты развалились. Передний редуктор, вот этого никто не ожидал, кстати. Почему, не слабый? Ну, все ставили на раздатке и ось. Полуось-то тоже была же с люфтом уже, передняя одна левая. Короче, вроде и все хорошо, потому что мы это сейчас же починим, а потом оно будет ходить и ходить. Когда он себя срезал? Ты ничего не почувствовал? Нет, это мы уже вот сейчас выезжали, парни уже когда... Это, скорее всего, срезало, когда парни чиповались. На стенде? Нет, на стенд он не заезжал. Причем они ездили еще только до чипа. Потому что к ним я приезжал, этого не было. Но как бы их вины здесь нет в любом случае, это понятно. Да. Просто им не повезло, под ними он лег. Но лег он под ними, да.
Получается, по итогу недельных мытарств в автомобиле поменена куча всего, если мы еще не считаем тот момент, когда машина заезжала на чиповку, кроме форсунок, потому что Сереге было лень снимать морду всю, не было времени, прочее, было лень, короче, да, Серега даже не парится. Официальная версия — объективные обстоятельства, по которым морда не спает, поэтому форсунки не поменены, естественно, будет по-прежнему немножко чернить, хотя надо. На данном этапе даже поменены тормоза, и получается, что действительно вот до сих пор эта серия — это прямо прямой укор мне с самого начала, и Сереге, наверное, и всем, кто эту машину строил, что все рассыпется. Действительно, все рассыпалось, знаете, совсем не то, как вы ожидали. Да, они кишки наружу не полетели, мост не оторвало, и он не улетел в овощной отдел. Семья ветеринаров на автобусе, которая ехала в крематорий хоронить собаку, не была запечатана отлетевшим колесом. В общем, все произошло очень скучно, очень тупо и очень при этом все равно дорого. То есть, действительно, ресурс деталей стал чудовищно мал в формате обычного автомобиля. То есть сколько она за все время проекта ЗИЛ проехал, наверное, километров 300, может быть 200, может быть 500, где-то вот так вот, с учетом треков и всех выездов. И сколько всего уже было поменено. И, соответственно, сколько всего еще будет поменено через следующие 200 километров. Это доказывает то, что это не повседневная машина получилась, или чтобы делать повседневные, нужно производить какие-то феерические изменения в подвеске и ходовой части. Sorry if it's hard to catch my vibe. I need a lover to trust. Tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye, but I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Ко всему прочему, у нас кончились даже тормозные диски и тормозные колодки. Их тоже поменяли на новые, причем поменяли на кукукустомные. Серега сделал на них веселые прорезки в виде улиток. Он до этого делал, те, кто подписан на мой инстаграм, знают еще диски с очень страшными рисунками, писюкатами. Но у нас культурологическая программа сугубо, мы снимаем для детей дошкольного возраста. Ну, как пишут в комментариях. Поэтому у нас, естественно, веселые, классные улиточки, которые позволят нашему автомобилю замедлиться. Также, отвечая на ваши комментарии, что шпилька, которая здесь была раньше, будет неизбежно загнута. Да, она была неизбежно загнута. Ее, конечно, не обломала, но погнула. Поэтому в этот раз у нас кулак уже другой конструкции идет. Смотрите, видите, еще кусок алюминия наварили, его усилили. Ну и здесь уже две гайки, собственно, конус, которые держат сам шаеску, саму держит. Все, получается, в этом конфиге это все должно ходить уже долго и счастливо. Ну, в общем, все, как вы советовали. Все, как вы бы сделали с отцом в гараже. Эти самые диски, которые, если мне не изменяет память, первый раз в своем инстаграме я постил, наверное, где-то в марте-феврале, на стадии еще эскизов, когда они только прорабатывались. Они сделаны на заказ, кастомные полностью, собственно, даже не по JPEG, а по наброскам, которые я пытался парням с Балдира Wheels изложить, так сказать, в личке ВК, по сути, да, все это вот так вот начиналось как бы несерьезно, в итоге все это вылилось вполне себе серьезные, уникальные кастомные диски, которые своим дизайном повторяют диск зиловский, насколько это возможно. Конечно, понятно, что у Зила диск, он сюда более выпуклый, и сделано это для того, чтобы диск можно было приложить к диску и сделать сзади спарку. В нашем случае спарка невозможно, раз, два, по ряду причин, если делать их более выпуклыми, они будут более тяжелыми, потому что придется, соответственно, ну, центральную часть сюда выносить, для того, чтобы ось колеса не смещалась вправо-лево. Получится иначе вообще прямо боль. По итогу вот так все равно, я считаю, весьма похоже, весьма аутентично. Их один недостаток заключается в моем просчете, что я сам заказывал черный глянцевый цвет. Надо было заказать, наверное, хотя бы матовый, чтобы они смотрелись на Зиле более старыми вообще. Но мы это решим. Я думаю, что просто я возьму медную смазку, вот сейчас вот просто так вот все это запылю, и они будут типа ржавые. Потому что даже уже на стадии фоточек в коробках вы все в комментариях в инсте писали, что их нужно состарить. Этим и займемся. Но главное, что это является одним из последних штришков во внешке Зила. А про другой я расскажу вам в конце серии. И да, я знаю, есть косяк. И сам я его понял только сейчас. Потому что... Какой косяк? Вот нет, в целом, вот какой здесь сейчас косяк?
Косяк в том, что не может на Зиле диск железный стоять лицевой стороной на задней оси сюда, потому что спарка. А на спарке этот диск должен быть развернут и стоять наоборот. И на стадии заказа дисков я мог заказать, чтобы 2 диска были с таким лицом, а 2 диска как будто лучи внутрь уходят, как будто спарка стоит. И я понял это только сейчас. Реально, я прокосорезил момент. Тогда бы он был вообще ЗИЛ сзади, то есть с полкой вот туда. Все по красоте, и ступица торчащая у нас была бы псевдо какая-нибудь там, знаешь, вот эта пластика. Да, и проставку можно было даже бы убрать. Вообще получилось бы прям жир. А спереди получилось бы лицо, как здесь. Было бы идеально. Ну, чё, лох. В следующем проекте таких косяков не будет, согласен. Но ЗИЛ уже неплох, скажем так. То есть, знаете, в чем прикол иногда геликов, да, 55-х, 63-х, 65-х, если мы берем старую, это ощущение большого количества железа, совмещенного с большим количеством мощности. Так вот, в нашем случае эта штука и по количеству железа, и по количеству мощности, получается, превосходит гелик стандартный или УАЗик. Вот это вот огромный капот, который перед тобой, вот это ощущение, что ты высоко, вот это вот можно давить всех вот так вот просто. И это усиливает ощущение настолько, что постоянно хочется дубасить, ты немножко с этого сатанеешь прямо. И за счет этого получается то, что я эту машину очень люблю. То, что она очень прикольная. Я бы с удовольствием оставил ее себе и буду пытаться сделать это до конца, пока есть такая возможность. Но она очень большая, конечно. Очень свирепая, и применение ей в реальной жизни на самом деле минимально. Мощная штука. Ну да нет, ну что ты, это обычный 130-й. Обычный, да, ну 150 максимум. 6 секунд было, да, или 5? Ну где-то, да, сейчас, наверное, 5,5. Ну, до 30 километров в час, конечно же. Когда вот так вот тебя об этом спрашивают сотрудники, допустим, вневедомственной охраны. Типа, молодой человек, а не подскажете, сколько сил? 150. Загорелся зеленый. Вот как хорошо настроенный карбюратор-то, да, работает? Это нечестно, это нечестно, это нечестно, эска ушла. Добрый день. Так вообще нечестно. Я понимаю, что она рулится. Сразу узнал. Хороший аппарат, молодец. Спасибо. Но эска нечестно прямо, и вообще я протестую против этого. Вот это вот, да. Вот этот звук, конечно. Это просто трындец. Я видел его выражение лица. Да? Он еще по телефону разговаривал, когда услышал. Он уже закончил разговор, да, сразу же? Давай, Кашкай, давай. Вообще. Вот сейчас начинается прямо хорошо. И переключился. Что это было? Стоп. У меня кузов открылся. Как хорошо. Вот это было четко. Как так? Его вырвало вообще от этих, смотри. Ай, он остался в кузове. Смотри. Все четко. Такой удар, я думал, что-то оторвало у нас, или кардан, или мост. Смотрю, а там кузов стоит. Я думал, что козырек оторвал, и он ушел в поток туда. А он как эргономичненько сюда свалился, и все. Надо срочно найти парочку BMW, бахнуть их и спать. Так, ну что, походу намечается гоночка с человеком, который нас 100% унизит. Хотя у него такой же мотор, такая же подвеска и такие же тормоза, но есть проблема, у него другая машина. Итак, господа, как говорится, пора и честь сдать. ЗИЛ может сколько угодно доминировать со своими 6 секундами в потоке, но, чтобы быть справедливыми, всегда найдется человек, который сильнее и сможет показать, где наше место. Мы делаем это специально, сравнительно, и у нас есть уникальный авто. Ну, так вот нам подвернулось, что действительно именно сегодня он в том уникальном конфиге. Это X6M.
практически в такой же прошивке, примерно на такое же количество лошадиных сил, но, естественно, тоже непростой. Он и облегчен, там и выхлоп, и обвес, и еще очень-очень много доработок для того, чтобы машина стала все-таки чуть быстрее. Едет он сейчас, ну, точно, видимо, замеры еще не делались, да, то есть вот прям... Вот в этом конфиге еще нет по Race Logic, да? Но мы надеемся, что 4.6, но это может превратиться в 3.6. Я не удивлюсь, если так выйдет. В общем, задача просто этой машины сегодня уйти в точку, чтобы показать вам, что примерно при такой же массе, хотя эта машина килограмм на 200, по идее, легче, чем ЗИЛ, примерно при такой же мощности она, имея меньшие колеса и все-таки имея более сбалансированный конфиг, развесовку и так далее, уйдет от дела просто в точку. Погнали! Прикосновение рук, проникающий взгляд, сладкий аромат меня манят, меня манят. Голос в тишину, я поймала волну, это сон наяву, и я в нем тону, я в нем тону. Что ж, господа, результаты у нас получились вполне ожидаемые и хорошие. Во-первых, хочется поблагодарить собственника транспортного средства за то, что нам удалось сравнить нашу, так сказать, кустарную поделку с настоящей подготовленной оригинальной X6M, еще вдобавок и немножечко зашитую. Хотя и чуть легче и так далее, но что нам это самое главное дало понять, что у нас все-таки не какая-то не мертвая, не совсем дико заколхоженная машина. Понятно, что у нас совсем нет пинка на первый из-за огромных колес, на которые, естественно, X6M выскакивает как ошалелый и всю первую передачу, но как только начинается уничтожающая вторая, она у X6M такая же уничтожающая. И мы понимаем, что машины едут, ну, с поправкой на аэродинамику, естественно, на колеса, зацепы и прочее примерно одинаково. То есть, конечно, я отстаю во всем диапазоне, но это не прямо совсем позор. Мы не стоим на коленях, да, мы видим стопы впереди противника, но он как-то разумно от нас удаляется, так как и должен, в принципе, удаляться, с поправками то, что это все-таки не это. Это и есть главный итог сегодняшней серии. Значит, дальше чиповаться нам не имеет смысла, потому что можно, конечно, сделать конфигурацию этого автомобиля, в которой он существует постоянно, там, на 1000 сил, допустим, чтобы она ехала быстрее, но я боюсь, что мы и так сейчас теряем гайки на каждом перекрестке. В противном случае мы их растеряем на первом перекрестке, и мы даже физически не сможем вам показать разгон, потому что здесь автомобиль, помимо того, чтобы зашиться, еще облегчался по весу, еще делалось занижение порядка 6 сантиметров. Это очень серьезное занижение для икса, это не дюйм, и даже, по сути, не 2, что позволило распрямить полуоси, так сказать, и шрусы из-за этого работают в более нужном расположении, соответственно, их не рвет. Тот конфиг, в котором эта машина существует обычно, и больше инфы вы можете найти по ссылочке в описании на Drive 2. Я оставлю ее внизу. По мощности и по конфигурации мы здесь остановимся, нам этого хватит. 5.6 для ЗИЛа 130, я считаю, в любом случае, феерический результат, достойный уважения, и скажем этой машине спасибо. Таким образом, у нас впереди остается одна единственная серия, в которой нас ожидает внешка. ЗИЛ 130 все-таки, мать его, должен стать красавчиком. Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео. Спасибо всем тем, кто сегодня нам помог это видео снять. Извините, если я напугал сегодня кого-то на дороге, а такое тоже было, я знаю. Удачи вам всем и пока.
Господа, отличные новости. Если еще кто не в курсе, то я разыгрываю Понторезку у себя в Инстаграме. Каждый из вас может стать ее обладателем, выполнив несложные условия и не вкладывая никаких денег. Все подробности я оставлю по ссылочке в описании. Также есть смысл подписаться на мой Инстаграм. И вот в этих хороших новостях заключается то, что к нам подключилась компания ВМП Авто. И вдобавок к розыгрышу Понторезки дарит призов на 400 тысяч рублей. То есть теперь не только один человек выиграет Понторезку, а еще 100 человек помимо него получат утешительные призы от компании ВМП Авто, на которую ссылочки я также оставлю в описании под этим видео. Так что проходите, участвуйте в конкурсе. Уже, по-моему, почти 60 тысяч человек в нем участвует. И не упустите свой шанс стать обладателем той самой Понторезки. Удачи!